what do I mean by Movieyoga? Что я имею в виду, когда говорю фильма «Йога»? I'm talking about when you watch a film, Когда вы смотрите фильм, that it is not about entertainment, just entertainment, это не просто развлечение. but that it can become a true spiritual practice, Это может стать такой истинной духовной практикой. absolutely based on holotropic principles. И полностью она основывается на холотропном принципе. All right, now, the problem is that when people see movies, Проблема заключается в том, что когда люди смотрят фильм, when we leave a film, we will say something like this. и когда мы уходим после просмотра фильма, мы говорим что-то типа этого. That movie made me sad. Этот фильм заставил меня испытывать грусть. That movie scared the shit out of me. Этот фильм напугал меня так, что я чуть не That обделалась. movie pissed me off. Этот фильм просто вывел меня из себя. I hated that character. I got so mad at that character. Мне так не понравился этот персонаж, мне просто вызвал такое ощущение такой злобы. And we go home with all this energy, and we have made a judgment call И about the мы movie. идем домой со всей этой энергией, и при этом мы формируем какое-то суждение по отношению к этому фильму. As though we are victims of the film. Таким образом, так словно мы являемся жертвами этого фильма. That the film can make us feel something. Так, как будто этот фильм может заставить нас, так сказать, что-то чувствовать. Okay, so quickly, the original way I got to develop this practice. Ну, как оригинально была разработана эта практика? First of all, my first life-changing spiritual experience. Мой первый, меня изменивший жизнь духовное переживание. Which is why I'm standing here now. Почему я вообще стою здесь сейчас? Happened with a psychedelic experience in a movie theater. Это произошло с использованием психоделиком в кинотеатре. Where I had my first major death rebirth experience when I was 20. Когда мне было 20, я получил этот первый опыт переживания психодуховной смерти и возрождения. And then from that point on, my life was a spiritual practice. И после этого момента вся моя жизнь была духовной практикой, духовным путешествием. Okay, now when I started working in the training, и когда я начал работать на тренинге, Stan put me to work. Когда Стэн так вытянул меня на He said, "Now, Tev, you go teach all this stuff I teach." И он сказал, ну, пойди, иди, Тев, и преподавай все то, что преподаю я. Now that's a tall order. That's a big order. Я сказал, что ну это такое серьезное задание такое. Okay, and it was daunting. You know the word English word daunting. It's like overwhelming. И это слишком было для меня. All right, so but what I found was that like for example in the movie in the module on spiritual emergency. И что я заметил, что во время модуля о духовном кризисе. The module we used to have one on the healing potential of non-ordinary states. И у нас был модуль, который касался исцеляющего потенциала неординарных состояний. Addictions or whatever. Зависимости и так далее. Now hold that thought where I'm at, y'all, because I just remembered something I needed to say about. Сейчас запомните то, о чем я говорил, потому что я вспомнил еще что-то, что мне нужно сказать. I'm sorry, this happens a lot for me. Часто со мной такое происходит. Okay. About Christina and Что spiritual касается emergency. Кристины и духовного кризиса. What is amazingly ironic was that during the course of her Kundalini spiritual emergency. Что невероятно иронично, что во время вот серии этих переживаний, связанных с кундалини у нее. She also developed a powerful addiction to alcohol. У нее развилась вот эта сильная зависимость от алкоголя. And it was through her, and then she went to treatment for that. И она проходила лечение. Okay, now this is an interesting story. Такая интересная история. So try to remember where we were. Сейчас помните, где мы были там. Okay, now, and she doesn't mind me sharing this because she writes about this. This is public knowledge. И она не возражает, что я делюсь этим. Она пишет об этом достоянии публики. Okay, I started breathwork in '84. Я начал работать с дыханием в 84-м. And in '85, и в 85-м Christina reached her crisis with her alcoholism. Кристина, она достигла, у нее случился кризис, связанный с алкоголем. I had not met either one of them. И я не встречался ни с ним, ни с ней до того момента. She went to treatment. И она проходила лечение. Addictions treatment. Лечение от зависимости. It wasn't a fancy treatment center. It was good, straightforward, 12-step oriented.
И это не что-то там такое изысканное, какое-то лечение, это было такое серьезное 12 шагов. Now, while she was, sorry, what happens is you go through your denial of addiction. It comes up in all kinds of ways. И сначала вам нужно преодолеть вот это отрицание зависимости, которое разным образом проявляется. And the way it would manifest for her is like. И у нее это проявлялось следующим образом. Like this is bullshit. Это дерьмо какое-то. You know, like I understand Kundalini. I've been with Stan. Я со Стэном, я понимаю кундалини. I don't get the metaphor. Я что-то не понимаю метафоры. You know, I was with Muktananda. Я с Муктанандой. And now you got these guys saying just don't drink anymore. Don't drink and go to meetings. И этот парень говорит мне, не пей больше, ходи на встречи. Just stay clean one day at a time. Чисто, оставайся каждый день за днем. And so she was having a hard time there. И ей было сложно там. And so her good friend, хороший друг, who was the woman that I did breath work with first, и это была женщина, с которой я сначала делала дыхательную работу. Called me and said, listen, она позвонила мне и сказала, слушай, can you write her a letter? Можешь написать ей письмо? Because you know you're into this holotropic and all this spiritual stuff now too, you know. Потому что ты тоже сейчас интересуешься холотропным дыханием, всеми этими духовными вещами. Which I have been in since I was 20. You know? Я интересовался всем этим с возраста 20 лет. But you're also a recovering addict. You're working in the field, so maybe you can. Но она говорит, ну ты также и бросивший пить алкоголик, и тебе знакома эта сфера. Put it into a language that she might understand. Может быть, ты сможешь это выразить таким языком, что она сможет понять. Listen, I never had met Christina or anything. Я раньше не встречался с Кристиной. So I'm writing this letter to this woman I don't even know. Я пишу письмо женщине, которую даже не знаю. So I just wrote this thing. Я написала ей, написал ей. I called it. I said, look, don't worry. It's the 12-step program. Я написала, не волнуйся по поводу этой 12-шаговой системы. It's a sadhana. It's a spiritual practice. Это определенно это садхана, это такая практика духовная. And I tried to put the thing in the language that she would understand. И я попытался выразить это таким языком, чтобы она смогла понять. The whole 12 steps is designed for psycho-spiritual death and rebirth. И я сказал, что вот эти 12 шагов они были разработаны для того, чтобы с человеком могла произойти психодуховная смерть и возрождение. Based upon the powerful experience of surrender. И это основывается на этом мощном переживании сдачи. Opening to higher powers. Когда ты открываешься этим более высшим силам. The experience of grace. Когда ты эту милость переживаешь. And then a very powerful karma yoga capacity. Карма-йога, такое сострадание карма-йоги. One way that you stay clean is you go into service and you work with others. И как можно вот не пить, ты начинаешь служить, начинаешь как-то помогать другим. Okay, and so that I met her the first time was in '86 with that workshop with Stan I was telling you about. The first time I met him. И в первый раз я встретился с ней в 86 году на том же семинаре, о котором я рассказывал вам, где я впервые встретился со Стэном. She actually had that powerful mystical awakening in treatment. С ней на самом деле действительно произошло мощное духовное пробуждение во время лечения. Which is what you hope can happen in treatment anyway. И, собственно, на это и нужно надеяться, что это произойдет во время лечения. But she had that thing and she's been clean since. И с ней это действительно произошло, и с тех пор она не пила. And so we met and we talked about all this and и мы встретились и поговорили обо всем этом. And then, then we both got excited about the whole issue around a transpersonal approach to recovery. И затем нас обоих заинтересовал вот этот трансперсональный подход к выздоровлению, к избавлению от зависимости. And I had written an article that Stan published in Revision magazine about transpersonal treatment of addiction. И я написал статью, которую потом Стэн опубликовал в Revision magazine. Revision magazine, в таком журнале Стэн опубликовал, и она называлась как раз трансперсональный подход к исцелению зависимости. And so we ended up having 1 month long and then 2 International Transpersonal Association conferences on the transpersonal approach to recovery. И там были две конференции как раз о трансперсональном подходе к излечению, к оздоровлению. I just found it interesting though that double nature of the spiritual emergency for her. И мне было интересно вот эта двойственная природа духовного кризиса. And then the morphogenetic field power of the 12-step traditions. The morphogenetic power of the 12-step. И морфогенетическая сила вот этих 12 шагов. Similar then to the spiritual emergency network. Интересно, что для нее это был такой двойственный кризис, и что потом вот эта морфогенетическая сила 12 шагов, она легла в основу также и сети помощи в духовном кризисе. Теперь я уже совсем забыла, о чем я тогда говорил. Does anybody remember where I was? Кто-нибудь помнит? Movieyoga. Oh yeah. Okay, thank you.
Right, so here's the problem. Вот Okay, then проблема. I realized that I just couldn't teach it as good as Stan. Я осознала, что я не могу это преподавать настолько же хорошо, насколько Стэн. You know, I didn't have any 1,000th of the knowledge that У this меня man даже 1/1000 тех знаний, которые у него были, не было. So, I mean, I had to find an alternative way Поэтому to present the material. Мне нужно было искать какой-то альтернативный способ, как можно было представлять материал. So, in the spiritual emergency module, then I would show movies На модуле духовного, посвященном духовному кризису, я показывала фильмы о духовном кризисе. because I thought that, you know, you can talk about these things. Потому что я думаю, можно говорить об этих вещах. But then if you see the film, Но если посмотреть фильм, you can get into your emotions with it and тогда really можно experience it. пойти на свои эмоции и действительно пережить это. What a spiritual emergency is like. Что такое духовный кризис? So I did this in all kinds of different modules. Я делала это на разных модулях. Okay, but what I found and what was surprising to me, Но что я обнаружила, что меня удивило, two things. две вещи. One was it was definitely a great teaching tool. Первое, что это был невероятный инструмент для преподавания. But what kept happening was I'd come into the room the next morning after the movie. Но что происходило также снова и снова, что когда я приходил в комнату утром после просмотра фильма, People would say, "How dare you show me this movie?" и люди говорили, как ты смеешь показывать мне этот фильм? I mean, don't you know that I'm working with this, you know, Ты что, depression? не знаешь, что я работаю с депрессией? You make me more depressed. Ты меня еще больше в депрессию вогнал. I came here to be healed, Я пришел сюда, чтобы исцелиться. and now I'm angry as hell. А сейчас я сержусь How could you do this to me? возможностью. Как ты мог это со мной сделать? Whoa, slow down, you know. Потише, тише. Okay, and so what I got was that people were projecting all И this stuff. что я увидела, что люди проецируют все эти вещи. And it was like, what happened was they got activated watching the movie. И что происходило? Их активировал просмотр фильма. It brought up something for them, Что-то поднималось в you них. see? But instead of doing what they do in the breath work, Но вместо того, чтобы делать то, что они делают во время they дыхания, wanted to blame the movie они хотели обвинять фильм. and blame me for putting the movie on. Обвинять меня, что я включила это кино. Now, what are we taught in holotropic breath work? И что нам говорят в холотропном And now дыхании? this is going to be Movieyoga, but А this это is будет also the holotropic strategy. фильм о йога, но это также и холотропная Let стратегия. me see. What we're taught is you lie down, you close your eyes, Что нам говорят? Что вы ложитесь, закрываете глаза, you breathe, вы дышите, and you will have music, будет музыка. and then whatever comes up for you, whatever kind of emotion, Все, что поднимается у вас, любая эмоция, you stay with it. вы продолжаете ее чувствовать. You keep breathing. Вы продолжаете дышать. It's your inner healer showing you something about yourself. Это ваш внутренний целитель показывает вам что-то о Okay, вас. so and then I finally went. I got to have a plan for these people watching Movieyoga. И у меня возник некий план для вот этой фильма-йоги, для просмотра этого фильма. And now I had already been teaching this thing in. This is a really I made up this. I created this symbol myself. You like Я it? этот символ сам придумал. I'm calling it the cross. Я называю это крест. It's got potential, В yeah. этом потенциал некий. Maybe правда? one day it'll become a universal symbol. Может быть, какой-то день это станет таким универсальным символом для чего-нибудь. Okay, so now I was using this first in the training when I was teaching people how to be about working with a group, the sharing group. Сначала я обучала этому людей, как это использовать в группе, когда люди делятся. And I wanted to give them a quick tool then. Я хотела дать им такой быстрый инструмент. If in the middle of your sharing group, two people got really angry with each other, Если во время шеринга два человека начинали сильно сердиться друг на друга, or there was a tremendous projection going on between two или people, была такая невероятная проекция между двумя людьми, and it was usually a sitter and a breather, and и, например, там сидр и дышащий, they got caught in the dynamic, то есть они как-то вплелись в эту but they would динамику, act it out in the group. которая проявилась, которая проявилась потом в этой группе, Okay, so когда они делились. I wanted to show people, look, here, you may have to intervene in that sharing group and get things back on track. И я сказала, что людям, которые в этой группе находятся, возможно, им нужно вмешаться для того, чтобы вернуть And you need a все на simple way прежнюю to do стезю. it. И им показал, как это можно сделать. Okay, first of all, you must, in your introductory lecture, you have to talk about
the possibility of projection. Во-первых, в вводной лекции немножко нужно рассказать о возможности возникновения проекции. If you're projecting this work and make it out about something else outside yourself, you will never heal. This is a spiritual truth. Потому что если вы начинаете проецировать что-то вне себя, то в этой работе не произойдет исцеления. Okay, so what I would do, I would tell these two people, all right, stop. Поэтому я говорю этим двум людям: остановитесь. Here's what I want you to do. Я хочу, вот что я хочу, чтобы вы Instead сделали. of saying, you made me mad, Вместо того, чтобы говорить, что ты меня сердишь, you made me scared, ты меня right? пугаешь, I want you to go, okay, I want you to look at it like this. я хочу, чтобы вы смотрели на это All вот так. human beings exist on two axes, two dimensions, two. Yeah. Все люди существуют в двух измерениях. We all have a vertical nature У нас у всех есть вертикальная природа and a horizontal nature. и горизонтальная Okay? природа. Now, the horizontal nature is this. Горизонтальная природа I mean, the horizontal nature. горизонтальная природа. I'm colorblind. What color is this? Red. This works. It's okay. Now, yeah. In the horizontal В is горизонтали everything that exists outside of us in this reality. Everything. все, что существует за пределами нас в этой реальности. It's the realm of relationship with people. И with это things. как раз это план взаимоотношений с вещами. People, places, and things. С вещами, с людьми, с местами. You know, right now I am on the horizontal to you guys. И сейчас мы с вами в горизонтали, я нахожусь с вами в горизонтали. You are to me И вы in также ко some way. мне. We are also definitely vertical with each other because of the power of this community. В вертикали тоже друг по отношению друг к другу находимся из-за силы этого сообщества. But we are horizontal as Но well. мы горизонтальны Now, также. when you go to the breathwork mat tomorrow, Когда вы окажетесь на матрасе дыхательном завтра, the strategy is you will let go of the horizontal. и стратегия будет заключаться в том, что вы отпустите Now, горизонтальное. it's true. Tomorrow the music will be out here Правда, музыка завтра будет здесь, on the horizontal. на горизонтали. Your sitter will be, Ситер будет, your mat, матрас, the other breathers in the room, другие дышащие в комнате and the facilitator. и фасилитаторы. And yet, your journey must be internal about what's going on in your psyche. В то же время ваше путешествие будет внутренним, а оно будет касаться того, что происходит в вашей психике. Okay, now, so for example, Например, I tell people, я listen, говорю людям, I would play a piece of music, я включаю какую-то музыку, 6 people will come to me, 6 человек подходят ко мне, or 3 or 4, или 3-4 подходят. Tell me about this piece of music you were playing. Tell me about this piece. Tell me. Они Yeah. 3-4 подходят, человек говорит: Тэвом, расскажи нам об этой музыке. Which was the one that had the wolves howling in it? Где вот там были выли волки в какой-то из них? I'm like, Я говорю, that wasn't one. And then somebody else would come to me, кто-то еще подойдет ко мне, same piece of music. и та же самая музыка. What was that piece of music where there was a train running through it, like a locomotive train? Человек говорит: что вот это была за музыка, там, где поезд слышался, локомотив такой ехал? Man, I really love that piece when the angels were singing. И мне действительно понравилась вот та музыка, где ангелы пели. No, I got really freaked out when the demons were wailing, the banshees were screaming. Действительно вышел из себя, когда там демоны кричали. It's the same piece of music. И та же самая музыка. And there wasn't any of those things in there. И ничего из упомянутого в этой музыке не было. Now what does that tell us? И о чем это говорит You нам? get triggered by the music. Что что-то задевает вас, включает что-то в вас музыка. But each of these people had a different experience of the music. Но каждый из этих людей испытал эту музыку по-своему. It brought up something different from within their own vertical nature. И это вызвало что-то отличное у каждого свое в их вертикальной природе. Okay, unless you're being abused in the outside, a breather comes up and kicks you in the head, or Ну, и за исключением ситуации, когда, например, какое-то насилие по отношению к вам произошло снаружи, когда ситер подошел, ударил вас ногой по голове. it's never about the outside world. То за исключением таких ситуаций, это никогда не касается внешнего мира. Even if the facilitator accidentally steps on you, Даже если случайно фасилитатор наступил на we вас, do bad things. мы делаем какие-то плохие I вещи. mean, sitters do crazy things. Ситеры делают какие-то сумасшедшие вещи. For example,
accidentally stand on somebody's mat. It's Например, like that. случайно мы наступили на чей-то матрас. One breather is going to go, oh my God, I'm invaded. Кто-то из дышащих, о боже, Violating my вторгаются. boundaries. Вторгаются в мои границы. Horrible thing. Look what you did to Ужасные me. вещи. Смотри, что ты со мной сделал. And somebody else just goes, А кто-то, oh, who cares? Who gives a shit? какая разница, какой мне And, пофиг вообще. and it's all because of what your issues are. Но это все из-за того, какие у вас у самих вопросы. Stepping on the mat becomes the trigger. You see? То есть кто-то наступил на матрас, и это становится триггером. It's not great to step on the mat, Это не великолепно, это не что-то хорошее наступить but на it isn't a матрас. deal breaker. Но это и не какое-то ужасное что-то, из-за чего надо расторгать сделку. It's just a thing. Это просто Now, что-то случилось. and I'm going to tell you guys, this is literally true about you. And Gene's going to, and the team is going to, they're going to impress upon this in the meeting. И Джин, и команда больше немножко об этом расскажут, It's just not about the outside world. что это не касается внешнего мира. We will own if we screw up. We will own if we make. We will own it. We will. Если мы кричим, то как бы да, мы признаем свою You know, ошибку. things happen. Что-то происходит. But the thing is, if you stay focused on the external event, Но если вы фокусируетесь на внешних событиях, it is an avoidance of the internal process. то получается, что вы избегаете внутреннего процесса. And you absolutely cannot heal in holotropic breathwork by staying horizontal. И вы не сможете исцелиться в холотропном дыхании, если вы остаетесь в горизонтали. So in the sharing group, I would tell people, now look, let's reframe. Are you with me on this? Do you get it? Вы You сейчас understand what I'm понимаете, о saying? чем я говорю? Вы следуете, да, за этим? But it can really feel, especially for those of us that have had our boundaries violated in our Особенно life, если чьи-то границы нарушались в жизни, то, конечно, может это оказывать влияние. which is a lot of us. И это случается со многими, на самом деле, из нас. Powerful abuse. Какое-то сильное насилие. You know, we're not good with this stuff. Так что мы не очень хорошо справляемся с такого рода So we вещами. can feel things coming from the outside, Поэтому мы чувствуем, когда что-то извне идет к нам. either a real or imagined. И это может быть как настоящее, что-то так и вымышленное. But it is natural then to interpret that. Но это естественно, потому что мы начинаем интерпретировать это. It's really something from within the psyche, which is you're being transgressed in some way. То идет из психики, что как-то вторгаются как-то в меня. Are you with me on this? Вы понимаете? You get it? I mean, this is just gigantic. You cannot heal and hold over breathwork by staying focused in the outside reality. It is Это impossible. очень важно, что в холотропном дыхании вы не сможете исцелиться, если вы остаетесь фокусированы на внешнем. So I would tell people, Невозможно. it's not that the music made me sad. Поэтому я говорю людям, что не музыка сделала меня It was грустной, like when I heard that music, а когда я услышала эту музыку, I felt sad. я почувствовал грусть. And when I inquired into it, И by когда using the breath, когда я задал запрос, послал туда через I дыхание, discovered the situations where the sadness originated. я открыл ситуацию для себя, в которой возникла изначально эта грусть. You see, you guys taking it, you'll hear us say, taking it vertical. И как мы говорим, что вот так вы направляете в вертикаль. And that's why before we all started in this workshop, И поэтому прежде чем начать этот семинар, this vertical column here in the middle was not there. вот эта вертикальная колонна здесь в центре, ее не было. And I told Zoya И я сказал Зое and Sergey, и Сергею, you know, we need a vertical column right here in the middle of the circle. я сказала, что вот здесь, вот в центре круга, нам нужна вертикальная колонна. Everybody's going to get real pissed off about it. Everybody will be pissed Потому off что всех это будет доставать, because it's in the way. потому что она мешает. And I said, no. What we need is a real reminder of keep it go vertical, stay vertical. Мы сказали, что мы не можем с этой колонной себе, но если нет, нам нужна эта колонна, она будет нам напоминанием о вертикали. So from now on, when you observe these wonderful columns that we instigated in, Поэтому вот, когда вы сейчас смотрите на эти колонны, которые мы установили, they're a mantra. это мантра. Stay vertical, Оставайтесь go vertical. вертикальными. Okay. So in the sharing group, Идите в вертикаль. Поэтому, когда в группах, I would say, look, instead of saying когда они делятся, you я made me говорю, mad, вместо того, чтобы говорить, ты рассердил меня, what I tell them is, я им говорю, okay, basically reframe it. то перефразировать. When you said that, I felt anger. Когда ты сказал это, я почувствовал гнев. And then I would ask them in the sharing group to, okay, now, have you ever felt this feeling before? И затем в этих группах, где люди делятся, я задавал вопрос, а ты чувствовал когда-нибудь это чувство раньше? This is the inquiry, the self-inquiry. Это уже идет такой вот запрос идет к Have you ever себе. felt it before? Ты чувствовал это раньше? Is this feeling familiar? Знакомо ли это чувство? In this person's life. И этот человек, And
And they go, hell yeah, man, my whole damn life. Да, всю свою чертову жизнь это чувствовал. Well, there you go. Ну, You know, пожалуйста. so go inside and take a look. Go Пойди вовнутрь, vertical. иди в вертикаль, посмотри. That's what my daddy did to me all the Это то, time. что папа со мной делал все время. My brother, Мой whatever. брат, кто там был. Now I know this is repetitive to a lot of you, Я but I знаю, have to tell что you, это повторение для многих из вас, но я должен I have сказать это. never met a spiritual principle that I ever understood in one time. Я никогда не встречала такого духовного принципа, который с первого раза понял. Maybe I'm a real slow learner. Может быть, я медленно учусь, I need it to be repeated и, может быть, мне нужно, чтобы вы повторяли, so that it becomes established in my life so that I can live that way. чтобы это могло действительно установиться в моей жизни, чтобы я мог жить таким Okay, so образом. now we've got the establishment that the breath work is a vertical method Теперь мы видим, что дыхание – это такой вертикальный метод. with Такой. a horizontal field that interacts and we can get triggers from. При этом существует горизонтальное поле, которое с нами взаимодействует и которое может что-то The sharing запускать group в is a нас. vertical method. А группа, где делится, это The sharing group is Это also a горизон- vertical method. группа, где делится, это тоже вертикальный With a метод. powerful horizontal component. Но при этом присутствует мощный горизонтальный компонент. And Movieyoga is a vertical method. Фильма, йога – это тоже вертикальный метод. In the exact same fashion that holotropic breathwork is. То так же точно, как работает холотропная So метод. tonight, when you watch this first movie, Поэтому сегодня вечером, когда вы будете смотреть первый and фильм, it's intense as shit, it's heavy. и это очень тяжелый фильм, And он they будет all- настолько насыщенный. Most of them are really, they're intense. И многие фильмы, которые мы будем показывать, очень сильные. Spiritual emergency is intense. Потому что духовный кризис, он такой мощный. Okay, so we're not here to abuse you, Мы здесь не для того, чтобы надругаться над but I нами. want you what you're getting is an extra breath work. Но что вы при этом получаете? Дополнительная дыхательная работа. Every time you watch a movie. Каждый раз, когда вы смотрите кино. So when you're watching this movie tonight, Поэтому, когда сегодня вечером вы будете смотреть you can фильм, do it you can just do the yoga можете- by lying there watching, or you can have a notebook. But, делать йогу, просто вы можете лечь, смотреть, или можете взять тетрадь. but when you find yourself having a strong reaction, Но когда вы чувствуете, что у вас возникает сильная реакция, it may, if you have time in that moment, you can be in almost like dual consciousness, если у вас есть время в этот момент, у вас почти как дуальное такое сознание. watching the film, Вы смотрите фильм, where the yoga is activated in you at another level. See? когда йога где-то на другом уровне в вас And you активируется. find yourself just going, oh shit, I'm feeling fear. Oh my Я God. чувствую страх. That's exactly what happened to me that time А это when I was 5 years old. именно то, что произошло со мной когда однажды, когда мне было 5 лет. What are you doing then when you do this? И что тогда вы делаете, когда вы это The делаете? exact same thing we do in holotropic Вы breath. делаете именно то, что мы делаем в дыхании. Our inner healer is bringing things into our awareness. Наш внутренний целитель поднимает, привносит какие-то Right, вещи with в наше осознание. Вы понимаете? It's a healing practice. И это исцеляющая It's, практика. now, and it is healing just to become conscious of what that is. It's healing just to become conscious of what Уже that is. исцеляет, если вы просто осознаете это. Or let me reframe И this. даже сейчас дайте я перефразирую. It is initiatory of healing. It just initiates Это как healing. это Okay. инициирует исцеление, I've seen как начало исцеления. I've seen people transformed by watching a movie. I Я swear. видел, как It's work. люди трансформировались за просмотром I've done фильма. Movieyoga all over the world. Wrote a book about it. Фильма йогу проводил по всему миру. But what usually happens Но что is обычно происходит? you will become aware. Something will come into your awareness. Вы начинаете осознавать что-то всплывает в ваше сознание. And then we say, take it to the mat. И затем я говорю, привносите это, несите это на What a матрас. beautiful place to have something really uncomfortable and powerful come up. И какое прекрасное место, где может что-то неудобное, некомфортно подняться. It's not fun, Не весело. but it's a safe place to do that. Но это безопасное место, где это можно So then сделать. you have a group that supports you. То есть есть группа, которая вас I mean, поддерживает, it's just like a breath work. так же, как дыхательная работа. Then you come in and you lie down and you breathe. И затем идете, ложитесь, And дышите. usually that issue that happened in the movie, И обычно та проблема, которая поднялась во время very фильма, close to the surface она of your оказывается consciousness, очень близко к поверхности вашего сознания. pops right into your И awareness. выскакивает сразу в ваше осознание, You begin to do your work with и it. вы начинаете работать с этим. Tremendous healing. You see what I'm saying? Невероятное исцеление. Понимаете, что? And it may take a while, like coexist. Time is up. Give me. About 15 minutes. Yeah. Okay. Thank you. Give me 5, and then y'all got it. And then we'll do this other piece here, and then okay. Thank you. All right. So that's. Let me think. Anything else about Movieyoga? Might be it. Возможно, все. Yeah. Remember your self-inquiry.
when it И happens. помните вот этот самозапрос, запрос, который вы The направляете. important thing is, if you're activated, the film does not do it to you. Если что-то активируется у вас, это не фильм делает это по отношению к вам. Some people are going to love the scene that you hated. Некоторым людям понравится абсолютно сцена, которую вы терпеть не могли. So to finish my diagram, Чтобы завершить эту диаграмму, below this line here ниже этой линии здесь is our personal unconscious это наше личное in the record of our biological birth. И запись о нашем биологическом рождении. And above this line Над этой линией are all of our impulses to move toward wholeness, это все наши transpersonal. импульсы, которые направляют нас к цельности, и это все трансперсональное. In any dimension that we have of a source of inspiration or higher power. Любое измерение, которое у нас есть о высшей силе, об источнике вдохновения. Okay, so now what will happen is when you watch this movie tomorrow, when you watch the movie. И когда вы будете смотреть фильм. Tomorrow morning we'll start with like how was your movie experience. И завтра утром мы начнем с того, что задам вопрос, как был ваш опыт просмотра фильма.